Сегодня мы разбираем очень интересный аккаунт кита, владелец аккаунта Inferno. Привет. Пожалуйста, покажи нам свой профиль губернатора, чтобы мы посмотрели на твое снаряжение. Так, вот. Мгм. Значит, ты играешь на сервере 1182, недалеко от предыдущих аккаунтов, которые я тоже вам показывал. Сверху будет подсказка. Ну, давай ты расскажешь немножко о том, как ты начал играть, как тебе игра и что тебя зацепило. Хм. Ну, как сказать, я когда начал играть, я думал, что это другая игра. А, Мгм. Видел рекламу в Ютубе, мне казалось, что это Tower Defense. Сначала зашел, посмотрел, ну, сначала было так, как я думал. А потом потихонечку посмотрю, что игра другого типа, и, в принципе, меня затянуло. Интересно было. Много положительных эмоций было, много было активности на сервере. И потихоньку так нашлись люди интересные. И так вместе и продолжили играть. Ну, вообще у вас очень хороший сервер. Я видел вашу статистику. 4 победы на КВК из 4. Давай покажем VIP уровень, чтобы люди понимали, сколько ты играешь по времени и сколько дней серверу. А проблема с рекламой этой игры, да, они постоянно ставят одну рекламу, в итоге вообще другая игра. Ну, сейчас такие тренды. Ну, это я не один такой. Я уже от многих слышал, что изначально загружали игру, думая, что тут другой стиль. Я точно так же, на самом деле, нашел похожую игру Whiteout Survival, просто думал, ну, буду в метро тыкать, пока еду. А в итоге вот совсем другая игра. 183 дня Да-да-да. ты играешь, 183 дня, и у тебя VIP 12, если что. Давай покажем, что такое престиж, может быть, кто-то не знает. Вот, престиж. Мгм. За VIP-очки можно крутить колесо, получать такие поинты, и на них можно покупать разные вещи в магазине. Мгм. У тебя уже есть метеор, и сколько у нас осталось до черной дыры? Давай тоже Ой, посмотрим. там еще много. Ага. Ну, когда-нибудь, когда-нибудь. Ну, потихоньку, потихоньку, я не спешу. Мгм. Если что, если кто-то не знает, то вот у этого игрока Inferno есть свой YouTube канал, и если вы хотите, то в комментариях будет закрепленное сообщение с его YouTube каналом. Обязательно подписывайтесь, следите за нашими русскоязычными такими китами. Давай расскажем чуть-чуть, сколько ты потратил, если ты не против. Да, хорошо. Ну вот за 183 дня где-то около 15 000 евро вышло. Мгм. Размеренно, с умом, покупать только то, что приносит реально выгоду. Мгм. Я бы хотел показать игрокам твоих героев и их снаряжение, чтобы люди понимали, что ты Мгм. действительно играешь с умом, э, покупаешь необходимое, прокачиваешь необходимое. Ну, изначально я, как и все, начинал качать здоровье пехоты, Мгм. то есть кираса, перчатка. Только недавно вот сделал сапоги до 39 уровня, потому что они дают защиту как раз на пехоту. Шлемы буквально вот пару дней только назад сделал красным, потому что скоро КВК уже подготовил, чтобы его поднять. Мгм. У лучников та же самая история, только со смертоносностью, Мгм. сапоги. И здоровье лучников тоже только недавно начал поднимать, потому что до этого не видел смысла особо. А у кавалерии здоровье я пока и не планирую особо развивать. Это уже ближе, наверное, к следующему КВК буду красным делать. Понял. Ты у нас не самый главный кит на сервере, судя по всему, потому что Нет. основные киты имеют full прокачку и на кавалерии, и на пехоте, потому что используют соотношение 60-40 в защите. Ну, мы только в четвертое поколение войдем после этого КВК. У нас пока Мгм. 60-40 не используется. А в защите какое соотношение используете? 60-20-20. Да-да-да, точно. Давай немножко Это покажем очень... таблицу лидеров в вашем королевстве, чтобы увидеть, какие у ну, вас вообще там есть рыбы, киты и так далее. сначала Альянс. Мгм. Это наш Dragon Alliance на первом месте.
Мгм. И по мощности у меня получается второе место. Мгм. Но я думаю, самый главный показатель посмотреть силу — это вот мистические испытания. Ну, в первое время да, а позже уже у многих китов будет по два-три отряда с прокачанным снаряжением, и здесь будет немножко путаница. Но да, сейчас видно, что ты на Ну, четвертом пока, да, месте. пока у нас. Мгм. Это вот буквально Лин на третьем месте, который игрок. Это он пришел к нам во время трансфера 2 дня назад. Это вообще очень Мгм. интересная история. Это наше второе КВК с сервером 1180. Он был Мгм. против нас. И вот тогда, после битвы за замок, наши ребята с ним связались и держали связь вот до самого начала, до самого первого трансфера. У нас сейчас этот был трансфер первый в королевстве. До этого еще не было переводов. И он к нам перешел. Там был еще другой игрок, но он, к сожалению, закончил играть, поэтому не перешел. Так был бы еще один кит дополнительный. Мгм. Ну, у Вот вас еще во уже, время я вижу, трансфера, внизу там даже есть сильные игроки 1600, 1500. Можешь немножко промотать вниз? Посмотрим, да, да, сколько у да. вас. Вот, кстати, Бист — это тоже сейчас кит, который к нам перешел во время трансфера. А сейчас Мгм. пополнение, 2 сильных игрока. Да, ну, в целом, государство такое не слабое, я бы сказал. А что по силе У нас, героев? так, по силе героев сейчас покажу. Ну, выглядит мощно. Мне пока как бы особо сравнивать не с чем. Мы видели только 4 королевства пока что. Ну, в принципе, там ребята посильнее были. У нас самое главное преимущество, я думаю, что мы очень сплоченные и очень хорошее взаимодействие между альянсами. Во время КВК мы переходим друг к другу, создаем, распределяем игроков по силе, которые будут атаковать, которые будут защищать, которые будут делать контр-ралли, которые будут делать контр-контр-ралли, которые будут захватывать башни. В этом плане, конечно, мне очень нравится и очень позитивная атмосфера, потому что прошлое КВК против сервера 12-19, там было 3 игрока, которые были в Мистик Трайле намного выше, чем наш топ-1. То есть смотрели и думали, что мы, наверное, не потянем. Но они настолько разрозненно действовали, и как бы во время самой битвы ну, все показало, что вот и командная игра, она решает больше, чем отдельно игрок, который сильный вливается, но у них нету никакой сплоченности или командной работы. Я полностью с тобой согласен, да, командная работа, ну, все-таки в приоритете будет. А, но все-таки позже, когда уже начнутся эти фулл-киты, наверное, день на Ну, 300, я там, понимаю, да, это когда Клайда смотришь, думаешь, что да, это такой один человек может порешать многое. да. Но мне нравится то, что вы 4 из 4 КВК победили. Это, конечно, может быть отчасти какая-то удача, но это все равно крутой показатель. И мне, знаешь, что Вот, нравится? У нас вообще, по идее, очень близко есть русскоязычные киты. Дейкер в 831-м, Дед мгм. Мазай в 1015-м, Бир в 1035-м. Еще один игрок, с которым я пытался выйти на связь, но он мне не ответил. И вот ты. В принципе, между нами разница в серверах, ну, 200, максимум 300 серверов. И Мгм. есть такая возможность, как создавать какой-то русскоязычный такой альянс, где мы все будем общаться, друг друга понимать во время КВК, во время... В будущем будет еще Драконий Тиран. Слышал, кстати, что-то про это? Да, слышал, видел, интересное тоже занятие. Ну, это вообще жесть. Я просто играл в Whiteout Survival, но здесь это уже будет скоро второй Драконий Тиран. До нас он дойдет через дней 150-160. 7000 игроков на одном поле боя. Это будет, конечно, зрелищно. Да, это Месилово будет. Да, 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 да. Везде эти черные дыры скины, везде метеоры будут летать, это прикольно. Ну, давай еще посмотрим питомцев. Мне интересно, как ты Да, прокачиваешь давай. питомцев. Там есть две стратегии. Одну используют редко, но она помогает прокачивать именно нужное, а вторая, ну, в принципе, ну, все ею и пользуются практически. Мгм. Я начинаю качать
с полезных. То Мгм. есть сейчас следующего лося подыму и медведя дальше. Мгм. А по именно статам, тут, наверное, неправильно начал, потому что я уже слышал, что надо начинать с более сильного, с более последнего. Да, 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 да. А у меня, получается, я сначала делал те, которые попроще, потом понял, что надо с более сильного, и только уже после этого вот появились у нас последние два этих питомца, и я уже начал одного из них до легендарных параметров поднимать. Я тебя понял, хорошо. А есть ли какие-нибудь советы, которые ты бы дал тоже игрокам, которые хотят сейчас начать и вот вложить хорошую сумму для прокачки своего аккаунта, стать китом, может быть? Ну, советы. Покупать только то, что выгодно. Ну, в Мгм. первую очередь, все вот эти вот темы, которые еженедельные, вот weekly deal. Те, кто планирует стать китом, сразу могу сказать, с самого начала покупать до золотого снаряжения, чтобы по одному его собирать. Его, конечно, критически не хватает Мгм. очень сильно. Сейчас на данном моменте мне уже эти молотки не интересуют. Меня Ну да. интересует в основном это золотое снаряжение, мифрил и XP. Вот XP очень много надо. По Мгм. моим подсчетам, сейчас XP цена, полезность соотношение самое лучшее, потому что больше всего статов дают, а нужно очень много. Мгм. И нужен мифрил, конечно, чтобы можно было дальше прокачивать вещь. И вот все вот повышения, то, что, допустим, у меня на герое, на оборудование 15 уровень, они, если будет очень низкий уровень XP, они будут давать намного меньше, мастере будет намного меньше давать пользы. Ну да. Поэтому, конечно, XP, мифрил и золотое снаряжение, то, что нужно с самого начала накапливать, и тогда это все будет, конечно, намного интереснее и приятнее. Очень, очень неприятно, когда ты лимитирован золотым снаряжением, Мгм. а всего остального много. Ну да, золотое снаряжение вообще, по-моему, самый редкий предмет. XP мы можем купить за донат где-то, мифрил можно купить. Да, 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 да. Невыгодно, но можем купить, а вот золотое снаряжение с этим проблемки, Вот, согласен. кстати, по золотому снаряжению еще есть один совет. Я для себя нашел, ну это может быть, конечно, удача, но у меня так оно работает больше всего. Я вот эти вот сундуки, которые дают золотое снаряжение, я их накапливаю до 120. И у меня Мгм. вот, ну, постоянно 2 золотых предмета, и 3 бывает. Реже, но бывает. Мгм. А я как-то накопил 2200 сундуков. Это вот на прошлое КВК, там на канале то, что видео ты смотрел, я там их открывал. У Да, я меня выпало видел. только 33 золотых предмета. Это довольно очень мало. О, А когда я открывал сейчас вот в этом сезоне, не накапливал уже так много, я накопил по 120, я уже намного больше накопил. мгм. То есть на данный момент у меня уже было около 45 золотых снаряжений, я их потратил там на некоторые вещи, сделал красными, и мне получилось больше накопить. И я раньше тоже замечал эту тенденцию, что если вот открываешь сразу много всего, то выпадает не так приятно. Вот надо какое-то определенная такая золотая середина и открывать, значит, по частям. Мгм. Согласен. До этого я общался с одним китом, он говорил лучше всего 59. Турецкий кит говорил 82, ты говоришь 120. Да, Надо будет мне как-то как-то просто сделать оно видео. приятнее. Мгм. Надо, знаешь, накопить очень много сундуков, и чтобы разные люди попробовали пооткрывать. Вот, кто-то 50, кто-то 80, кто-то 120. Создать такую статистику, потому что по-другому, Да, наверное, не получится никак. ну, я думаю, да, ты прав, согласен. Какое самое любимое твое событие с донатом? Ты имеешь в виду по покупке предметов? Да. Сложно сказать. Ну да, Наверное, сейчас я вот подумал, Mystic сложно Trail, вспомнить. Mystic Trail, да? Нет, как оно Mystic называется? Deviation. Mystic Да-да-да-да. Deviation. Да-да-да. На самом О, деле, я вот накопил определенное количество билетов, можем сейчас потапать немножко. это было бы круто. Я думаю, знаешь, Ну, как давай, да. сделаем? Чтобы не было у нас длинного видео, я выложу отдельно видео, как мы все это открываем. Если наши зрители поставят, ну давай, сколько? 50 лайков? Ну, давай 50, да, думаю, что.
Хорошо, тогда достаточно. сейчас мы начинаем открывать, а, тратить билеты в событии Mystic Division, как-то так. Ну, а вы ставьте лайки, и скоро выпущу видео. Мы потратили все попытки. Вы сможете посмотреть видео завтра-послезавтра, в зависимости от того, как быстро мы наберем лайки. А теперь я бы, знаешь, что еще хотел посмотреть? Твой остров и как ты к нему относишься. Потому что Мгм. многие игроки, которые тратят деньги, думают, ну, остров это важно, там 1, 2, 3% мы получаем. Но на самом деле это не так, если вы не full kit, я бы так сказал. Ну, как сказать, я остров, конечно, я его заполняю разными предметами. Наверное, самое, чем могу похвастаться, это вот лев с КВК 5 уровень. И Ух мне ты. нужно будет еще 5, чтобы сделать 6. Ну, я довольно-таки активно в КВК участвую. Ну А, да, видно. также, Мгм. также вот 14 уровень с Мистик Трио. Мгм. Только недавно ввели эту статую с Eternity Reach, Мгм. 4 уровень. Так и тут же я использую ту же самую тактику, так же, как и с героями, и со всем остальным. И с чарм дизайн, и с чармами, и с оборудованиями губернатора. В Мгм. первую очередь у нас здоровье пехоты до максимального, атака лучников, и сейчас вот занят атакой кавалерии. Все Супер. остальные, которые были дешевые, я тоже их потихонечку прокачивал до этого. А, Что еще могу показать? Так вот, это особые эти Мгм. украшения, декорации с ивентов, тоже у меня там в отдельном месте. Мгм. Ну, тут так, бассейн. Супер. Ну, значит, ты немножко покупаешь донатные постройки, но не особо их максимизируешь, да? Да, я беру немного, потому что главное хотя бы взять одну, и потом можно за вот эти вот Да, да. частицы, можно его потом улучшать. То Полностью есть, на согласен. самом Мне деле, кажется, это самое логичное. да, потому что на самом деле вот до максимума покупать эту декорацию выходит не так выгодно в соотношении с полученным бонусами на потраченные деньги. Ну, это 100%. Там, по-моему, до $1000, да, по-моему, ну, доходит пакет. Ну, типа, а, по 100 5 раз, и до этого 50, 20, 10, 5, насколько я знаю. Никогда не доходил, честно говоря, в пакетах, которые в событиях дальше, чем 50, потому что не видел в этом смысле. Мгм. Честно говоря, Понял. не знаю, как после 50. И давай посмотрим еще Академию. Так, ну, у меня, получается, сейчас уже последними занят. Мгм. Уже, конечно, очень дорогие исследования по 63 дня. Так что Что идет, ты конечно, здесь медленно на последнем. берешь в приоритет? Так же самое, все во всех участках этой игры. Э, Здоровье пехоты, атака лучников, атака кавалерии. Ну и атаку пехоты тоже, когда это немного, то прокачиваю. Пока на последнем, атака пехоты пока останется здесь. Мгм. А что насчет ускорения скорости исследования? Ты его прокачал на максимум? Да, конечно, это ускорение скорости исследования у меня было самое первое, что я прокачал, только после этого я начал все остальные исследования качать. Супер, супер. Это самый выгодный способ. Класс. Ну, конечно, тут Мне очень такое количество нравится. дней нужно потратить. Ну да, 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 60-70 дней. Даже если 1% можно снизить, мне кажется, это разумно. Мне очень нравится твой аккаунт, как ты его качаешь, как ты, ну, вообще видишь все это стратегически. Это круто. Да, спасибо. Ну, понимаешь, иначе можно потратить очень много денег, очень много времени, а эффекта будет намного меньше. Это вот есть ребята, которые прокачивают для арены еще дополнительно 2 сета шмоток на Мгм. 2 героев. А основные вещи, как сказать, очень слабые. Ну и смысла нету, потому что арена это очень маленький, как сказать, отрезок игры. Тут не так много, как сказать, активности проходит. Ну, раз в день проиграть 10 раз. А самые интересные события, они как раз вот требуют 3 хорошо прокачанных героев и
правильные параметры очень помогают сильнее стать в битве. Да, да. Я бы хотел, перед тем, как мы закончим, посмотреть, сколько ты накопил предметов для КВК, чтобы показать, какое Так, количество ну, предметов у кита, который настроен на победы в КВК. ну, это КВК не особо настроен на победу, потому что True Gold использовать уже нельзя, у меня его еще огромное количество довольно-таки, можно было бы неплохие очки получить. Ну вот то, что ускорение я еще буду подкупать, это на следующей неделе. Я где-то хочу в целом 300 дней получить, и 300 дней я не буду тратить на обучение войск, потому что войск у меня сейчас достаточно. Кстати, вот могу показать, какое количество у меня войск сейчас. То есть много войск, которые не дают именно самой силы, они дают, так сказать, для, допустим, битвы в КВК, ты знаешь, что там можно быстро лечиться, и, честно говоря, особо нет полезности в большом количестве войск. Вот для Свордланда очень полезно. Мне сейчас вот это количество войск позволяет мне целый час активно атаковать другие замки, объекты, и мне не нужно выходить там подлечиваться или тратить большое количество ускорений, чтобы вылечить эти войска. Мне вот этого достаточно абсолютно, чтобы весь Свордланд активно биться. Поэтому на КВК я тоже не трачу на войска, чтобы просто получить очки, потому что все же за тренировку войска получаешь в 2 раза больше, чем за исследование или за стройку. Ну вот я добью до 300 дней на саму эту подготовку и 300 дней потрачу на исследование, на Мгм. полезные параметры, которые мне помогут сильнее быть на битве за замок. Да, да. Так, основное, что я сейчас накапливал, еще будет как раз в воскресенье следующий пакет, это на Charm, Charm дизайн. На то, чтобы повышать украшения. Ух То ты, есть я нормально так. планирую сейчас пехоту поднять до 10 уровня, все 6 Мгм. камней, лучников добить до 8 уровня и кавалерию тоже поднять полностью до 8 уровня. Мгм. А Это давай, кстати, еще покажем, что с 9 уровня примерно одинаково уже просят и руководств, и чертежей, да, потому что некоторые давай. игроки не знают, куда девать, и потом просто идут и обменивают руководство на Да, чертежи. нет смысла. Да, лучше Нет не стоит смысла в этим этом. заниматься, вы теряете, короче, зря. Конечно, это еще вот если брать там кавалерию, здесь еще 140 и 400, тут, конечно, Мгм. ощутимо. Вот, точнее, кавалерию, 6 уровень. 7 уровень, вот 200-400 тоже. С 8 на 9 300-400. И вот, да, на 9 уже выше. А дальше Выходит будут на просить еще одинаковое руководство количество. больше, чем чертежей, если что. Да, Там, да. по-моему, 560 и 500 чертежей, как-то так. Я думаю, мы все показали. Если что-то забыли, обязательно напишите в комментариях. Если у вас есть какие-то определенные вопросы по поводу аккаунтов, по поводу чего-то еще, ждем вас в комментариях. Не забывайте, что у Инферно есть свой канал. И я думаю, что было бы круто, если бы мы и там активность проявили, а потом вместе какие-то крутые коллаборации делали. И вообще очень все круто бы развивалось. Вот, кстати, канал больше создан для того, чтобы показать наше королевство. Королевство так называется Kingdom 1182. Это как бы не точно, не только мое личное, но и чтобы немножко продвигать наше королевство на будущих трансферах. Ждем активных, хороших игроков. Всем рады. Сплоченная, хорошая команда. Вообще, мне очень нравится ваше королевство. 4 из 4. Это, безумие. Это очень круто. Кстати, если что, все наши киты русскоязычные, они у нас в Телеграм-чате есть. И я бы там хотел в ближайшее время все-таки сделать какой-то опрос. Может быть, создадим что-то совместное. Может, все вместе пойдем к Инферно в государство. Почему бы и нет? Мне кажется, это было бы прикольно, круто. Конечно, будем, если что, будем ждать, да. Все. Я думаю, на этой прекрасной ноте можно заканчивать видео. Всем спасибо за просмотр. Обязательно Да, ставьте спасибо, лайки. да. Всего, Огромное всего спасибо хорошего. Инферно за то, что он пришел, согласился показать свой аккаунт, уделил на это время. Тебе огромный респект и спасибо за это. Да, спасибо тебе тоже. Ладно, всем пока.